Войска Московского гарнизона товарищ Повторин, начальник военной академии Грузии, генерал-полковник Куликов. Генерал армии, войска Московского гарнизона для парада в ознаменовании 50-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне построены командующий парадом
генерал-полковник Кузнецов. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 50-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 50-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 50-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 50-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 50-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 50-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Войскам пора готов. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, воины армии и флота, уважаемые соотечественники, уважаемые зарубежные гости, сегодня мир славит Великую Победу. Сегодня мир отдает дань памяти всем героям, живым и павшим, защитившим Родину-Мать от фашистского нашествия. Это наш советский народ и его вооруженные силы полвека назад, 9 мая 1945 года, победоносно завершили Великую Отечественную войну. Минувшие десятилетия позволяют сейчас в полной мере осознать величие и историческое значение этого события, изменившего мир и судьбу человечества. Сегодня мы переживаем тот исторический момент, который обязывает каждого из нас всерьез задуматься об уроках истории, о войне и мире, о судьбах стран, народов и целых поколений,
их настоящем и будущем. Наша великая победа даровала свободу и независимость порабощенным народам, нанесла сокрушительный удар по идеологии нацизма, предопределила путь развития цивилизации на основе идеалов гуманизма и справедливости. Великая победа дала человечеству ясное осознание того, что нет фатальной неизбежности той катастрофы, какой явилась бы новая мировая война. Уникальный опыт совместной борьбы стран антигитлеровской коалиции убеждает, что всегда можно найти эффективные пути преодоления разногласий, альтернативу опасной конфронтации, объединиться во имя победы над врагом. Неоценим вклад в победу многих народов планеты. Мы воздаем должное боевым заслугам наших союзников Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции, Канады, других стран антигитлеровской коалиции. Мы по достоинству отмечаем подвиги бойцов воинских соединений и партизан Югославии, воинов Чехословацкой армии, войска польского, патриотов Болгарии, Румынии, Венгрии, Албании, участников движения сопротивления, немецких антифашистов. Вместе с тем, мы с полным правом говорим о том, что решающую роль в разгроме фашизма сыграл наш великий народ и его вооруженные силы. На защиту Отечества поднялись тогда представители всех наций и народностей. Единение всей страны, любовь к отчизне, высочайший патриотизм людей, ратный подвиг солдат и офицеров, полководческий талант военачальников и самопожертвование тружеников тыла стали важнейшими факторами Великой Победы. И сейчас, полвека спустя, день 9 мая является для нас не только самой святой и праведной датой в биографии Отечества, но и днем духовного очищения и объединения общества. Как бы ни пытались сегодня некоторые силы исказить историческую правду, есть истины из разряда неоспоримых. Великая Победа – наша общая святыня и общая слава. Она ковалась всей страной. Победа в Великой Отечественной войне – неделимое достояние всех братских народов, явивших миру высочайшую силу духа, мужества и героизма. Народы бывшего Союза всегда были и остаются братьями. Именно сплоченность позволила нам выстоять во времена жесточайших испытаний войной. Мы обязаны оставаться опорой друг для друга и сегодня. К этому взывает наша память, наша совесть, наш сыновний долг перед павшими в той войне. Один из уроков, который преподала война, состоит в том, что непобедимым может быть только государство, сплоченное верой, едиными устремлениями и болью за Отечество. Пусть наша общая победа явится мощным фактором единения всего российского общества. Пусть День Победы навсегда станет символом нашего национального согласия. В День Великой Победы становится особенно очевидным: вооруженные силы должны служить только народу и его государству, интересы которых обязаны защищать по совести, по закону, по Конституции. Военно-политическая ситуация в мире, новое геополитическое и геостратегическое положение России, ее национальные интересы обязывают нас обеспечивать надежную обороноспособность государства. Хотя ушли в прошлое идеологическая конфронтация двух систем, жесткое блоковое противостояние,
и стереотипы холодной войны, сегодня в мире существует опасность возникновения региональных вооруженных конфликтов, способных стать той искрой, от которой может возгореться пламя большой войны. К сожалению, и сегодня в сложном переплетении исторических, территориальных, политических, экономических, межнациональных противоречий военная опасность сохраняется. И пока существует эта опасность, мы должны укреплять и качественно обновлять наши вооруженные силы. При этом не следует забывать, что дело обороны государства есть дело всего народа. Сегодня вооруженные силы России боеспособны, управляемы и готовы защитить государство от любых посягательств, обеспечить национальную безопасность страны. В этот час перед лицом всего народа обращаюсь к воинам армии и флота. Высокая боеготовность, бдительность и совершенствование – вот наш воинский долг и обязанность. Величие и слава Отечества – вот наше предназначение. Только тот солдат способен защитить родную землю, кто воспитан в духе любви к Родине, гордости за нее, в духе уважения к истории, к славным деяниям своих предков, отстоявших свободу и независимость отчизны. Это тоже один из уроков нашей великой победы, который мы обязаны помнить всегда. Здесь, на Поклонной горе, священном месте воинской славы, в Москве, городе-герое, который так и не покорился врагу, торжественным парадом войск мы отмечаем 50-летие Победы в Великой Отечественной войне. Здесь, на Поклонной горе, мы подтверждаем нашу верность священным идеалам свободы и независимости Родины, несгибаемости духа и ратной славы российского воинства. Сегодня мы склоняем голову перед великим подвигом советского, российского солдата, который ценой нечеловеческих усилий, беспримерного мужества и самопожертвования разгромил фашизм, освободил пол Европы и, по сути, спас земную цивилизацию. Это вы, дорогие наши фронтовики, поставили победную точку во Второй мировой войне. Честь вам и слава! Низкий сыновний поклон. Ваши имена и подвиги навеки войдут в историю российского государства. Будут всегда пробуждать у грядущих поколений чувство достоинства и национальной гордости за свое Отечество. Сегодня мы склоняем голову перед памятью десятков миллионов людей разных национальностей, которые положили свою жизнь на алтарь Победы. Вечная им память и благодарность всего человечества. Слава героям, живым и павшим! Слава народу-победителю! Да здравствует наша великая Россия и ее вооруженные силы! С праздником Победы вас, дорогие товарищи! Ура!
торжественному маршу! Побатальонно! На одного линейного дистанции! Первый батальон прямо, остальные направо! На плечо! Равнение направо! Шагу! Марш!
фотографируюсь. Ой, там красиво.